Похоже, мы опять в эфире. Так, предыдущая запись оборвалась, поэтому я хочу попробовать еще раз пройтись по раскладке, которую мы совершили, непреднамеренно испортив запись. Значит, на входе объект, который я модифицировал, но и подвинул на 0. Двигал я для того, чтобы показать, что изменяется расположение, ориентировка ребер относительно нуля координат. Если мы хотим повернуть ребро, мы должны его передвинуть относительно нуля координат, чтобы у него как бы строиться от нуля до ребра направление Z. А относительно самого ребра строится Y, X, Y координаты через кросс-продукт узел. Но прежде чем это сделать, мы сделали сетку, вывели оттуда ребра, потому что не было у Dual Mesh ребра. Значит, здесь мы прошлись в прошлый раз, если вы помните, лист item, мы сделали на каждое ребро по 2 вершины, сгруппировали их. И благодаря этому сделали полилинию на каждое ребро отдельно. Значит, что здесь происходит? Здесь я двигаю ребро, каждую точку ребра, нулевую и первую относительно нуля, умножаю как бы на саму себя, добавляю саму себя к ней. И можно со знаком плюс, со знаком минус, поэтому они скачут одна вверх, другая вниз. Потом мы делаем их объединение, и при помощи Evaluate мы делаем ребро чуть больше или чуть меньше. То есть можно сделать с одной стороны больше, с другой меньше, или вот так. То есть как-то вот так можно подумать, или даже совместить вот до такой степени, ежи такие сделать. Это все зависит от задач, которые вы перед собой ставите. Ну и соответственно здесь мы минусовали, можем увеличить, -1. Здесь выпучить еще даже больше, или наоборот меньше. Здесь можно тоже не сильно наползать. Здесь можно тоже уменьшить. Ну, то есть домен, который кривая имеет, он от 0 до единицы по умолчанию, а мы его изменяем при помощи того, что мы отключили в Polyline Concatenate. Дальше мы идем, опять разделяем каждое ребро, эвалюированное в объекты, 60 ребер, 60 объектов, разделяем по итемам, но это уже проще, потому что мы не имели сплошного списка. Мы могли взорвать изначально ребра, и тогда не делали бы вот этого. То есть вот эта вся конструкция, она из 5 узлов. Может состоять из узла взрыва ребер и из узла list item. То есть 2 узла. Ну, собственно, разницы не будет. Будет разница только потом нужно будет джойнить. Но это не суть. У нас все равно выходят объекты. То есть можно другим путем пойти. И с Evaluate тоже можно другим путем. У нас есть узел. Сейчас найду его. Где-то был Evaluate, что ли, или LERP, или что-то такое. А ну-ка, если по поиску. Evaluate.
Так, может быть здесь лерп, да, вектор лерп, вот. То есть мы могли вместо вот этих вот штук взять одну вершину, вторую вершину, и их при помощи списка, опять же, вот этого лерпа найти, потом лист item этот присоединить и распараллелить сюда, дальше и находить то же самое, cross, normal, все. То есть два пути как минимум для каждого шага разные. Вот. Потом мы двигали относительно, ну в прошлом видео это видно, относительно центра мы двигали влево-вправо по тангенту вершины, потом соединили их, прямоугольник, выпучили,